Точилка весом 2 тонны приехала. Будем точить топоры, пилы, ножи. Не хотел он уезжать. Кое-как там его вытащили из цеха. Цеплялся за все, что только можно. Стол-то, да, вообще, блин, жесть какая-то. Как же они на нем что-то крепили-то, если у них такие направляющие? Да тут, по-моему, уже сварка, что ли, или это так налипло просто. Коррозия, по-моему, какая-то. Капец вообще. Станции СОЖ нету. Поперечной подачи и, скорее всего, вертикальной. Потому что вертикальная тоже там как-то через электронику идет. Так, ну пришлось поставить вот так наперекосяк. Потому что так он не входит. Если параллельно стенке, то сзади он фундамент торчит. Не будет доступа к маслостанции шпинделя. Ну, эту точилку придется убрать. Потому что тут будет стоять вот этот родной шкаф. По высоте тоже он вошел в притирочку с этой вот, с верхней балкой. Тут ровно 2 метра, а станок 1,86 м. Пол кривой, станок надо будет выравнивать, потом что-то подкладывать под ноги. Ну, это уже когда выставлять по уровню будем. Вот такая плотность установки оборудования. Смотрите, какая должна быть. Здорово, ребята, это Сид. Как вы, наверное, поняли уже из названия, я все-таки взял этот станок. Судя по комментариям под предыдущим видео, подписчики, да, разделились на 2 лагеря, которые не советуют его брать, да, не рекомендуют его, и которые его люто ненавидят. Почему я его все-таки взял? Ну, решающим фактором, конечно, стала цена. Получается, я взял его за 70 тысяч. И доставка мне обошлась тоже дешевле, всего 5000, потому что по объявлениям это оказался ближайший станок ко мне. 70 тысяч, да, если разделить на его вес 2 тонны, то получается где-то 35 рублей за килограмм. То есть это практически цена металлолома. Ну, на приемке за сколько? За 25-30, да, дают за килограмм. Как видите, станок хорошо вписался в интерьер гаража, да, у нас было точило точно такого же цвета, то есть все в одной цветовой гамме. Гамма называется краска дачная, зеленая, салатовая. Так, ну давайте не будем останавливаться на минусах очевидных, да, то, что нету продольной подачи, всего механизма подачи, нету тонких перемещений, да, вот этих кнопок микронной подачи, что поперечки, что вертикальной. Ну, тут ручки тоже сняты. Об этом было сказано в предыдущем видео, так что я на этом не буду останавливаться. Ну, 3G71M – это переходная модель между 3G71 просто. Следующая уже модель пошла 3E711. Все одного и того же завода, да, вот этого Аршанского, Белоруссия. Это переходная модель. По всей видимости, не слишком удачная. Ну, давайте говорить не о минусах и плюсах, а просто о различиях. Этот станок где-то на 200 килограмм тяжелее предыдущей модели, да, 3G71 просто. 200 килограмм, они куда-то все-таки ушли. Есть некая связь между массой, да, и жесткостью. То есть этот станок теоретически, возможно, более жесткий, чем предыдущая версия. На это же указывает, допустим, то, что у него возросла грузоподъемность. Да, у этого можно обрабатывать детали массой 150 килограмм, а 3G71 только 100 килограмм. То есть либо они усилили стол, либо станину. Ну, скорее всего, станину, потому что, смотрите, на установочном чертеже у М-ки все размеры контура станины больше. Поэтому мы его так и поставили, как бы наискосок, потому что он просто не вошел у нас, да, в это место, на которое он был рассчитан. И в связи с этим, в отличие от 3G71, у него отдельная маслостанция на шпиндель, которая размещается прямо в колонне внизу. Вот в этой нише, возможно, поэтому и колонна чуть пошире, да, вот это вот место. Я ошибся, размещается не в колонне, а в станине, вот в нижнем основании. Какие еще плюсы? У этого более точная поперечная подача. Ну, на этом станке, который нам достался,
как бы микроперемещения вообще убраны, но теоретически поперечная подача более тонкая. Вот можно посмотреть в паспорте. По высоте этот станок тоже ниже, чем 3G71, то есть он более такой приземистый. Насчет шпинделя. У этого станка гидродинамические подшипники, отдельная маслостанция, которая вмещает 20 литров. То есть ему нужно еще масло для шпинделя 20 литров, в отличие от 3G71, где там вообще все масло заливается в бабку, и там его всего около 1 литра. Этот станок чуть менее распространенный. Вероятно, их было выпущено и меньшее количество промышленностью. Мне его рекомендовал мой бывший преподаватель из института, Девятовский Николай Алексеевич. Точно такой же у нас стоял в институте. Hello, darkness, my old friend. Ну, там, правда, были какие-то проблемы с гидравликой. Так, насчет шпинделя. То есть гидродинамические подшипники, да, там не втулка, а 3 вкладыша, да, самоустанавливающиеся. Поэтому тоже из плюсов, как бы, плюс регулировки в том, что они самоустанавливаются. Не надо пришабривать втулку. Ну, вкладыши пришабриваются или нет, я не знаю. У этого станка шпиндель 60 миллиметров в диаметре. В отличие от 3G71, просто, у которого 50 миллиметров. То есть у этого шпиндель тупо толще и жестче. Ну, то есть сам вал, как бы, теоретически более жесткий. Но насколько реально шпиндель жестче, да, вся шпиндельная бабка, там же нужно учитывать еще вкладыши, опоры, да, они могут снижать жесткость. То есть общая может быть примерно одинаковая. Значит, самым адовым местом, да, этого станка, его проклятием является вот этот пульт управления или шкаф, он же электрощит. Ну, у 3G71 вообще как бы нету электрического шкафа. Там только небольшой пультик, да. У этого целый шкаф. И давайте заглянем внутрь. Ну, тут все просто. Просто какая-то. Вот это вот борода. Ну, насколько я понимаю, это уже после колхозного ремонта осталось. Конечно, тут с завода все было уложено, стянуто в жгуты. А это уже после неудачных попыток ремонта. Такой вот карабах. Про пускатели, про всякие там трансформаторы я ничего не говорю. Но вот эта схема поперечной подачи, да, выходит из строя у всех. Она не очень сложная, но, видимо, недостаточно надежная. Конечно, эти старые схемы сейчас никто не выпускает, то есть заменить ее нечем, но выпускают как бы уже логические такие, ну, как контроллеры, не знаю, контроллеры, не контроллеры, но выпускают платы, да, управления, которые подходят не только к этому станку, но и к другим. Такие уже на современной элементной базе. Хотя на одном из форумов кто-то писал, что нет ничего лучше, чем заводская схема. И при правильной настройке работает долго, а в ремонте довольно неприхотливая. Ну, как видим, здесь как бы нету таких дефицитных, да, ради деталей. Диодики, транзисторы. Ну вот кроме вот этих вот модулей, да, это вот советские микросхемы 70-х годов, да, логика. Но они тоже, я видел такие в продаже. Можно найти, если поискать, то можно найти. Недаром электрики, да, в частности, работе вот этой вот платы, да, этой схемы, в паспорте, паспорт 70 страниц, из них 20 посвящено вот этой вот электрике. И 10 вот этой вот именно схеме поперечного перемещения. Так, ну еще насчет электрики. В этом станке 7 электродвигателей. Ну, 2 из них, ладно, находятся в станции СОЖ, поэтому их можно не считать. Нам этот станок достался без СОЖ. 5 электродвигателей, то есть на гидравлике и плюс ускоренное там перемещение и так далее. Ну, как видите, станок находится в неотапливаемой части гаража. Лето заканчивается, и я так решил, что тот же Шаублин у нас находится как бы, ну, в отапливаемой будке, им можно заниматься и уже в холода. А этим станком мы займемся сейчас, чтобы закончить его к концу лета. Я думаю, что от меня отпишутся наконец последние фанаты Шаублина, но как бы ничего с этим поделать не могу. Такова жизнь, надо расширять возможности мастерской. Во всем этом есть
Один большой плюс, что сейчас собран необходимый минимум станков, но прикол в том, что для ремонта этих станков нужен второй комплект станков, но исправных. Значит, какой план действий? Вот мы уже стали заниматься маслостанцией, смазки шпинделя. Конечно, внутри там полная жесть, так что обязательно придется залезть и в станцию основной гидравлики. Но сильно разбирать не буду, потому что она была, по крайней мере, настроена и как-то более-менее работала. Хотя и без масла. Потом снимем стол, будем чистить его, возможно, электролизом. Рабочая поверхность, конечно, в ужасающем состоянии. Посмотрим, в каком состоянии направляющие, а то так вообще ничего не видно. И, конечно, нужно будет подшаманить электрику, потому что эти провода, висящие крест-накрест, скрутки на тряпичной изоленте, надо, конечно, сразу устранять, чтобы хотя бы фаза на корпус не пошла. И еще одна проблема, которая меня очень сильно беспокоит на данный момент, это то, что шпиндель очень туго вращается. Или вкладыши перетянуты, или упорный подшипник. Так что тоже придется, наверное, туда залезть. Не знаю, может быть, это нормально. Если знаете, то подскажите. А на сегодня это все. Не болейте, не тупейте. Пока. Ты думал, что куда улетела? Такая тут не поймешь, блин. Вон трава загорелась. Тут не поймешь. Ты что-то ворота, блин, это покачнулись. Взрывная волна. На, держись, снимай. Не облетает. В натуре.